Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире Инфакт. Вчера Миша рассказывал о реакции журналистов на долгожданную Kingdom Come Deliverance 2. Но что нам журналисты, когда у нас есть рейтинг от игроков в Стиме? Игра вышла в релиз, и народу очень нравится. За день набралось больше 2500 оценок, из которых 94% положительные. Пользователей удивила хорошая оптимизация, которая, напомню, на релизе первой части была просто ужасной. Отмечают годный графон, стабильный фреймрейт, в том числе на Steam Deck, а также хвалит прокачанные геймплейные механики, которые стали глубже и при этом проще в освоении. Некоторые игроки уже прочат новый Kingdom Come титул игры года. Шикарная постановка сцен, очень удались диалоги и особенно мимика персонажей, любимые герои, сальные шуточки, любовь и дружба, уважение и сотрудничество — все на месте. Пиковый онлайн уже превысил 157 тысяч душ. Ну что ж, придется мне и собственную душонку расчехлить. Kingdom Come Deliverance 2 доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Студия The Shady Gentleman обозначила дату явления в ранний доступ стелс-платформера Steam Dolls Order of Chaos. Некий парень по имени Шепот, говорящий голосом солидного Снейка, исследует стимпанковый город на пороге анархии. Игровой мир разделен на регионы, среди которых заросшая часовня, промышленный бункер, непонятное место, сотканное из плоти, и в них мы будем искать сокровища для улучшения героя на базе. При встрече с противниками можно будет вступать в открытый бой, а можно потихоньку обходить их в тени. Кроме того, будут и головоломки. Помимо Дэвида Хейтера, в озвучке приняли участие Кристофер Рэндольф и Дженнифер Хейл, которые также побывали в шкурах героев Metal Gear. В ранний доступ войдет больше половины запланированного контента, будет и сюжет, и заставочки, и все основные механики. Но авторы предупреждают, что все это дело придется полировать вплоть до полноценного релиза. Со временем будут улучшены сражения, стелс, механика перемещения и будут расширены основной и побочный контент. Steam Dolls Order of Chaos станет доступна уже 11 февраля. В раннем доступе игра пролежит примерно год-полтора. Демка уже доступна. Авторы безбашенной гонки Wreckfest 2 объявили, что уже 20 марта мы сможем погонять в раннюю версию в Steam. Для второй части разработчики перелопатили физический движок, чтобы создать уникальную систему разрушений. Нас ожидают скоростные трассы, безумные полосы препятствий и старые добрые дерби. Тачки в игре все старые, видавшие виды колымаги. Ну и так же, как и какой-нибудь привычный спорткар, их можно будет по-своему персонализировать. В раннем доступе появится режим карьеры, подстраивающийся под ваш стиль игры, матчмейкинг, основанный на навыках игроков, испытания, турниры, новые трассы и арены, свежие элементы кастомизации и поддержка модов. Издатель Focus Entertainment назвал дату, когда Warhammer 40 000 Space Marine 2 получит свежую порцию контента, но это не DLC, а бесплатное обновление. Так вот, 6 февраля в игре появится PvP-арена в виде некронской гробницы, расположенной под землей на планете Демериум. Среди противников появится новый вид тиранид, так называемый Bio-War, не путать с разработчиками Dragon Age Veilguard. Эти монстры появятся на всех PvE картах с тиранидами. В локации Data Vault можно будет подробнее ознакомиться с игровыми системами и разблокировать награды за боевые заслуги. Сезонный пропуск же позволит сыграть за снайпера Легиона Саламандр и припудрить носик косметикой Гвардии Ворона. В следующем крупном апдейте, который навернут весной, нас ждут режим Орды, новый вид противников, больше пушек, еще один PvP режим с ареной и ворох косметики. Пока фанаты первой PoE ждут, когда Grinding Gear обратит на них наконец свой взор, творцы продолжают обновлять вторую PoE. В готовящемся апдейте девелоперы планируют добавить до 5 возрождений в битве с Алротом, искаженных владениях и сути небытия. Ориентироваться станет проще за счет значков ларцов и сохранения значков Mechanic League на мини-карте, вне зависимости от расстояния. Контрольных точек станет больше, а те, что есть, поменяют расположение. Разрабы устранили ряд багов, добавили ручной сброс атласа через командную строку, увеличили размер шрифта и улучшили переключение между предметами при использовании контроллера. Это все будет в обновлении 0.1.1c. А вот возвращаться к первой Path of Exile авторы не намерены, пока не разберутся с глобальным апдейтом 0.2.0. Но, говорят, недолго осталось.
На днях состоялась 67-я ежегодная церемония музыкальной премии Грэмми. Нечасто статуэтки такого уровня достаются игровым саундтрекам. На этот раз выделился ремейк Wizardry Proving Grounds of the Mad Overlord, вышедший в мае прошлого года. Так что поздравим композитора Уинифред Филлипс. Для тех, кто хочет лично заценить Ост, я оставил ссылку в описании. Крейг Мейзин и Нил Дракман, ответственные за сериал «Одни из нас», он же The Last of Us, раскрыли больше подробностей второго сезона. По словам шоураннеров, его действие развернется спустя 5 лет после событий первого. Джоэл и Элли осели в Джексоне, небольшой коммуне, которую возглавляют брат Джоэла Томми и его жена Мария. Но зрителей, конечно, больше волнует Эбби. В киноадаптации она не успела обколоться синтолом и сделать себе руки-базуки. Дракман объяснил это тем, что у сериала другие приоритеты, нежели у игры, и здесь мускулатура Эбби важной роли не играет. Тут важнее драма. Помимо этого, мужики подтвердили, что второй сезон не станет последним. Как минимум, должен быть еще один. В сериал вплетут те материалы, которые были выпилены из игры, а уже представленные сюжетные линии будут расширены. А чтобы повествование получилось более стройным, придется несколько раз отклониться от первоисточника. Второй сезон стартует в апреле, видимо, аккурат к релизу второй игры на ПК. Такие дела? Больше новостей читайте на сайте stopgame.ru и обязательно ознакомьтесь с обзором Кирилла Волошина, посвященным стелс-тактике The Stone of Madness от авторов Blasphemous. Хорошего дня!